Children, Unit Reading for Pleasure, Lesson 57. The topic of today's lesson is linkers and revision. Let's start our lesson. Read the theory, find examples in the text. Linkers join sentences and make stories easier to read. We use and to join two sentences together. Ребята, linkers – это связывающие слова, да? То есть такие есть слова, как and, и переводится, but, но переводится, because, потому что переводится, так, so и так переводится. Эти слова используются для того, чтобы связать два предложения или два слова. Для того, чтобы сделать легче чтение каких-то историй, каких-то предложений. Мы используем слово and, которое переводится и, да, для того, чтобы связать два предложения вместе. Мы используем but, но для того, чтобы показать другую идею, да, допустим. Мы используем because, потому что слово переводится, для того, чтобы показать причину для чего-то. Мы используем so для того, чтобы показать результат чего-то. Например, I live in Kazakhstan and I enjoy Dambra music. I play the Dambra, but I don't know the myth about it. He wants to buy a Dambra because he wants to have lessons. Dambra music makes me happy, so I listen to it when I feel sad. Join the sentences using the linkers in brackets. The younger brother loved his instrument. Так, ребята, здесь давайте составляем эти предложения. Два предложения дается, их нужно написать в одном предложении, используя эти связывающие слова, да, которые даются в скобках. Например, the younger brother loved his instrument, but so he played it all day. Да? The older brother broke his instrument because he was angry. Вот таким образом. Вот это выполняете в тетрадях. Пишем сегодняшнюю дату и выполняете в часть B, exercise number 7, в тетрадях. Далее. Do the quiz makes the sentence true or false. То есть читаем эти предложения во втором упражнении и пишем true or false, потому что это как бы повторение всего раздела, то, что мы проходили по темам. Вот по ним true or false делаете, да? Далее. Why we should read. Давайте прочитаем, почему мы должны читать. Нам следует читать. Read the sentences. Which sentences give reasons why it is important to read fiction, non-fiction. Decide in pairs. Reading is fun. Чтение – это удовольствие. Why should we read? We can watch film instead. Почему мы должны читать? Мы же можем смотреть фильмы вместо этого. We don't need books. Мы не нуждаемся в книгах. We can watch TV instead. Мы можем смотреть телевизор вместо этого. What I like most is that I can be part of the story. Что мне нравится больше всего, это то, что я могу быть частью истории. I learn new words and can write better. Я учу новые слова и могу писать лучше. Films have better images and I can see what happens in action. Фильмы имеют лучшие эти представления, и я могу видеть, что происходит в действиях. I like reading about other people's lives and their cultures. Я люблю читать о жизни и культуре других людей. A story is not just a story. It teaches us other things such as friendship, love, things we need in our lives. Так, история – это не просто история. История обучает нас другим вещам, как дружба, любовь, вещи, которые нам нужны в наших жизнях. I prefer to play computer games. They are full of actions. Я предпочитаю компьютерные игры, они полны всяких действий. I like seeing how characters solve their problems. This helps me too. Я люблю смотреть, как персонажи решают свои проблемы. Это помогает мне тоже. Теперь в части B. Complete the sentences. Это были, мы прочитали какие-то, аргументы, да, и факты, по поводу чтения или, наоборот, не чтения, да, не читать или читать. Теперь дополните предложение. I like reading because. Я люблю читать, потому что
и пишите свое мышление, да? Или можете использовать те предложения, которых мы прочитали, для того, чтобы, если они соответствуют вашему мнению. Так, чтобы выразить свои мысли. So lesson is over. Have a nice day. Goodbye.